Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги первого месяца, то есть это январь 2026 год. И будем говорить о рынке жилой недвижимости, друзья, целого региона, куда входят 4 крупных областных города-центра. Это город Чернигов, город Сумы, город Полтава и город Харьков, друзья. Традиционно будем говорить о рынке недвижимости, опираясь на статистические данные. В конце видео я ознакомлю вас с тенденциями. Это долгосрочные процессы длиною в 1 год. То есть такой период сравнения у нас будет. Ну и, конечно же, традиционно, подводя итоги, я сделаю краткосрочный прогноз о том, что будет происходить с недвижимостью в конце первого квартала 2026 года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр, как я люблю говорить. Попробуем вместе с вами разобраться с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости северо-восточного региона Украины, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта северо-восточной части Украины. Давайте по карте пройдемся. Это сводные данные. Начинаем, ну давайте сверху вниз, да. Город Чернигов. Также хочу обратить ваше внимание, это очень важно. Географическое расположение северо-восточной части Украины. Вот видим здесь граница, да, вот она, ну, на карте видна. Черниговская область, она граничит с Белоруссией, с Брянской областью и, по-моему, немного с Курской областью. Ну, может быть, ошибаюсь, напишите. Но мне кажется, с Курской областью там тоже немножко пограничный переход был когда-то. Дальше идет у нас Сумская область, которая граничит с Курской областью. Ну и понятно, что Харьковская область. То есть все крупные города областного значения находятся практически непосредственной близости к линии фронта, за исключением города Полтава. И вот давайте, учитывая данную географию, потом мы будем говорить о прогнозах, я буду высказывать свои предположения всего лишь, давайте пройдемся с цифрами, что же все-таки произошло с недвижимостью. Город Чернигов начинаем. Это колебательные процессы длиной 1 месяц. Период сравнения у нас, мы видим, декабрь 2025 года сравниваем с январем 2026 года. Итак, друзья, население 285 тысяч, это довоенное население. Кто в Чернигове живет, напишите мне. Я думаю, что сейчас население меньше стало. Думаю, что 1200, наверное, проживает. 1080, наверное, уехали все-таки. Ну, может, я ошибаюсь, напишите. Дальше, друзья, количество предложений, которые мы зафиксировали на рынке жилой недвижимости. То есть мы мониторим, я и компания Lim Consulting, мониторим все интернет-сайты, порталы и так далее, электронные доски, где выставляется для продажи недвижимость. В связи с тем, что в последние 3 недели, наверное, да, выносится вся энергоинфраструктура области, не только Черниговской, но и Сумской, Харьковской. Везде мы, друзья, видим, что как снижается активность по предложениям. Это связано банально с отсутствием электричества в розетке. То есть нет электричества, нет интернета. Естественно, люди не могут выставить на продажу свои объекты недвижимости, которые, в общем-то, продаются через интернет, еще раз повторюсь, сайт или там интернет-ресурсы. Мне это очень напоминает 1991 год, как только появился и начал работать рынок недвижимости Украины. Это Верховный Совет принял закон о частной собственности, и квартиры, которые были не в частной собственности, при Советском Союзе не было прав собственности, частной собственности. Значит, люди стали приватизировать квартиры, ну, естественно, продавать, менять и так далее. Так вот, тогда квартиры продавались через газету, давались объявления в газету, или же расклеивались такие объявления на заборах, на досках объявлений, ну, на дверях, и где кто куда мог, тот туда и клеил. Вот такое сарафанное радио работало
на рынке недвижимости. Похоже, мы возвращаемся в 91 год, но только тогда электроэнергии было много, она была почти бесплатная, а вот сейчас ее как раз и нет. Подсадили людей, все эти интернеты. Понятно, что все возвращается, так сказать, в те далекие 91-е годы. Итак, друзья, но тогда не было войны, еще раз напомню, что бескровно Советский Союз развалился, и Украина была одна из самых богатых республик, которые входили в Советский Союз. Дальше, друзья, количество, ну, еще раз зачитаю, количество предложений 9 тысяч, что на 3,2% меньше, чем это было, так сказать, ну, каждый месяц уменьшается, чем было это в декабре 2026 года. Социальное жилье, вторичный рынок. Здесь, друзья, внимание, рост плюс 1,02% за месяц. То есть, кто смотрит меня, я давно уже говорю о том, что аномальный рост в Чернигове на протяжении 12 месяцев происходит. Непонятно, с чем связан рост стоимости квадратного метра, хотя область находится в такой очень-очень ситуации приграничная так сказать, с одной стороны Белоруссия, с другой Российская Федерация. И, в общем-то, нет у всех, так сказать, ну, объективные данные говорят о том, что здесь стоимость должна снижаться, но мы видим наоборот. Итак, социальное жилье выросло за один месяц на 1,02%. Вот тут, внимание, видите, что произошло? Это впервые за 12 месяцев мы видим, что остальные классы и также первичный рынок стали показывать нам динамику снижения стоимости квадратного метра. Это впервые, друзья, за 12 месяцев. Кто смотрит меня, тот, в общем-то, помнит это. И я всегда удивлялся тому, что происходит с недвижимостью в городе Чернигове. Итак, эконом-комфорт, бизнес-класс. В данном случае вторичный рынок, снижение минус 0,16%. Первичный рынок, эконом-класс, снижение минус 0,23%. Первичный рынок, комфорт, бизнес-класс, снижение минус 0,14%. Итак, колебательные процессы, с чем они связаны, друзья, не знаю. Их очень сложно анализировать, но впервые за 12 месяцев, кроме социального жилья, все остальное жилье показало отрицательную динамику снижения. Переходим к городу Суммы, который, в общем-то, тоже рынок недвижимости меня, если честно, в январе удивил. Расскажу почему. Начнем с населения. 264 тысячи довоенные. Я так думаю, что сейчас 150 тысяч живет, друзья. Кто в Сумах живет, напишите. Визуально можно, в общем-то, увидеть, больше людей стало, чем до войны, или же меньше. Ну, может, я ошибаюсь. Количество предложений также снижается. Видим, 6390 объектов жилой недвижимости было выставлено для продажи. А вот здесь, друзья, что происходит со стоимостью квадратного метра? Она с какого-то перепуга начала расти. До этого периода, до января 2026 года, весь год показывал нам снижение в городе Суммы по всем сегментам и классам, снижение стоимости квадратного метра. И я говорю, что это ну, адекватное поведение недвижимости в прифронтовом городе. А вот в январе месяце, когда, в общем-то, и буквально боевые действия недалеко от Сум, когда нет света, да, холодно, с чем связано, не знаю. Честно, мы увидели рост стоимости квадратного метра. Давайте пройдемся. Социальное жилье выросло с какого-то перепуга на 0,88% за месяц. Эконом-комфорт, бизнес-класс, это также вторичный рынок, вырос на 0,70%. Первичный рынок квартиры эконом-класса выросли на 0,76%, и первичный рынок бизнес-класс вырос на 0,74% за месяц. Ничего себе, да, почти полпроцента, друзья. Прифронтовой город Суммы. Впервые за 12 месяцев. Напишите ваши соображения, с чем это связано. Я понимаю, что это колебательные процессы. Это еще ни о чем не говорит, как и в городе Чернигове. Колебательные процессы, отрицательная динамика. А здесь она положительная. Все поменялось, да. Хотя, еще раз повторюсь, выборка, которая попала
которую мы исследуем, это 6390 объектов жилой недвижимости. То есть это ну, вполне себе репрезентативная выборка. То есть больше 2000 это считается вообще супер. И при этом, при всем, мы отслеживаем по определенному алгоритму статистические данные, то есть мы отсеиваем или отсекаем вот этот белый статистический шум. И при всем при этом, еще раз констатирую факт, что город Сумы показал нам динамику роста. У кого есть какие соображения, напишите по этому поводу. Следующий город, друзья, Харьков. А вот здесь произошло все наоборот. 12 месяцев город Харьков нам показывал рост стоимости квадратного метра, а сейчас, похоже, медленно и уверенно динамика, так сказать, отрицательная будет. И давайте пройдемся по цифрам. Ну, во-первых, по населению 1,5 миллиона довоенное. Ну, сколько сейчас живет, никто не знает, но напишите. Я так думаю, что все-таки 1700, наверное, живет в городе Харькове, может чуть больше. Но я думаю, что людей много уехало. В общем, напишите. Количество предложений также сокращается. Всего лишь 37 500 объектов жилой недвижимости. Это первичный, вторичный рынок. Снижение по активности на 1,3%. Ну, я уже вам сказал, что нет электричества, нет интернета, поэтому, соответственно, меньше выставляется для продажи недвижимости. Нет просто физических возможностей. Социальное жилье. Видим, друзья, что продолжает дорожать, плюс 0,34%. В прошлом месяце рост был 1% в декабре месяце. Сравнивали мы ноябрь с декабрем. То есть такая вниз спадающая, затухающая динамика, назовем так это. То есть всего лишь на 0,34%. Дальше, друзья. Дальше вот то, что я вам говорил, все остальные классы, сегмент также первичный и вторичный, показали нам уже динамику снижения, как и в городе Чернигове. Эконом-комфорт бизнес-класс – это вторичный рынок, снижение минус 0,42%. Первичный рынок эконом-класс, снижение минус 0,36%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,11%. Ну и первичный рынок элитный класс, снижение минус 0,14%. То есть констатируем факт, что вся недвижимость, за исключением социального жилья, в январе месяце показала динамику снижения. Где-то больше, где-то меньше. Переходим уже к прифронтовому городу Полтава, но здесь все понятно. Здесь, как я говорю, что все миграционные потоки проходят через город Полтаву. Именно не эмиграция, это вне страны, а миграционная, внутри страны. То есть с Чернигова, но с Чернигова вряд ли, наверное, убегают люди, а вот с Сумы, Харьков, да, город Полтава, относительно бюджетное жилье, недорогое и относительно спокойно, ну, с точки зрения удаления от фронта. Итак, население 284 тысячи. Напишите, сколько сейчас по вашим предположениям. Там, я думаю, что 1200 там все-таки проживает, может чуть больше. Количество предложений 9770 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок, что также снижение минус 0,08% за месяц. Социальное жилье, друзья, подорожало на 0,86%. Эконом-комфорт бизнес-класс, это вторичный рынок, подорожало плюс 0,90%. Первичный рынок квартиры эконом-класса подорожали, друзья, на 1,45%. Ничего себе, почти на 1,5% за месяц. Ну и комфорт бизнес-класс подорожал на 0,71%. То есть город Полтава единственный город в северо-восточном регионе, который нам традиционно показывает на протяжении уже больше года рост стоимости квадратного метра. С чем это связано, я уже вам объяснил. Это мое предположение, что все-таки люди переезжают именно вот в этот город, потому что более безопасно, и он ближе к центру Украины. И, естественно, бюджетная аренда, ну, с Киевом не сравнишь, друзья. Итак, подводя итоги по всему региону, сравнивая январь 2026 год с декабрем 2025 года, очень быстро давайте пройдемся на примере социального жилья.
Харьков 586 долларов за квадратный метр, рост плюс 0,34% за месяц. Город Полтава 587 долларов за квадратный метр. Друзья, ну не впервые, это уже на протяжении, по-моему, 3 или 4 месяцев я вам об этом говорю, что город Харьков сравнялся с городом Полтава по стоимости квадратного метра. Такого никогда не было, то есть разница была, начиналась там от 200 долларов за квадратный метр, больше в Харькове было. А вот потом во время войны, видите, как здесь обесценивается недвижимость в Харькове, ну вы знаете по каким причинам, а город Полтава стал немного подрастать по стоимости. Рост за месяц плюс 0,86%. Город Чернигов, друзья, 493 доллара за квадратный метр, социальное жилье рост плюс 1,02%. Ну и город Сумы 457 долларов за квадратный метр. И впервые за 12 месяцев с какого-то перепуга показал нам динамику роста плюс 0,88% за месяц. Общее среднеарифметическое число по 4 областным городам, центрам 531 доллар за квадратный метр, что показало динамику роста за месяц плюс 0,76%. И, соответственно, видим индекс положительный, единичка 0,08. Переходим к следующему слайду. Здесь поменялась только картинка, экселевские данные, внизу вот эта таблица, все остальное осталось. Я имею в виду карта. Давайте очень быстро пройдемся тезисно. Что же произошло за период 12 месяцев, сравнивая январь 2026 год с январем 2025 года, также класс социальное жилье. Начинаем с города Харькова. Город Харьков 586 долларов за квадратный метр. Рост в годовом измерении, друзья, 4,46%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,45. Город Полтава, друзья, 587 долларов за квадратный метр. Рост в течение года 3,16%. Индекс положительный, единичка 0,32. Город Чернигов, друзья, 493 доллара за квадратный метр. Видим, что рост в течение года составил 4%. Ну, можем округлить в меньшую сторону. Индекс положительный, единичка, запятая 0,40. Ну и город Сумы, который, как я говорил, на протяжении 12 месяцев показывал снижение стоимости по социальному жилью, а в январе незначительно показал динамику роста 457 долларов за квадратный метр, но в годовом измерении динамика снижения продолжается 1,30%. Индекс отрицательный 0,987. Среднеарифметическое число по целому региону. Видим январь 2026 год 531 доллар, что сравнивая с январем 2025 года, что на 2,71% показало нам динамику роста в целом по региону. И индекс положительный, единичка, запятая 0,27. Друзья, немного саморекламы. Расскажу вам, что такое индекс. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости во времени недвижимости. Считается он очень просто, если у вас есть статистические данные. На примере региона целого показываю. 531 делим на 517, получаем динамику роста в процентах плюс 2,71% и положительный индекс единичка, запятая 0,27. Друзья, на протяжении многих лет, это уже больше 10 лет, я и компания Lim Consulting готовим для крупных украинских системных национальных банков индексы рынка недвижимости, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. И, в общем-то, ну, я просто знаю, что мой канал смотрит фокус-группа людей, которые работают именно в финансовых учреждениях, которые достаточно хорошо знают это управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, друзья, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на примере целого региона, класс социальное жилье, показываю вам, как меняется стоимость денег. Поэтому вы знаете, как меняется стоимость денег, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости. И эта синергия знаний поможет, в общем-то, друзья,
вам в вашем сложном бизнесе, ну и помогает, конечно же, мне заниматься наукой, дальше развиваться, и также компания Olymp Consulting. Поэтому для того, чтобы меня найти, в описании канала есть мой Viber-телефончик, можем списаться или же созвониться. И раз в квартал, во-первых, составим техническое задание, и раз в квартал вы будете получать полный отчет исследования о процессах, которые будут происходить с недвижимостью, под которое ваше финансовое учреждение выдало или собирается выдавать финансовые средства. Итак, друзья, это была самореклама, без нее нельзя. Зафиксировали, что рост по региону почти 3%. Да? Дальше, друзья, переходя к, так сказать, прогнозам, давайте я очень быстро сейчас найду я слайд, который я так его нарисовал давно, но хотел бы обсудить. Просто ситуация такова. Сейчас, вот этот слайд. Да? Северо-восточная часть Украины, видите, вот эту границу, о которой я вам говорил, это Черниговская область, Сумская область и Харьковская область. Ну, не смотрите на данные, это старые данные, просто я взял. Поговорим о географическом расположении и насколько, в общем-то, неприятно иметь ну, в буквальном смысле соседа, который, в общем-то, ну, воюет, да, с Украиной, Российская Федерация воюет с Украиной. И вот давайте начнем с Черниговской области. Я очень хорошо знаю Черниговскую область. Я 10 лет, наверное, может даже больше, прожил в городе Славутич, это город энергетиков. И, соответственно, хорошо знаю местность. И вот смотрите, это некий такой выступ, да, на территорию, ну, здесь граница с Белоруссией, здесь углубляется в Брянскую область, здесь немножко в Курскую область. То есть это выступ, и можете посмотреть по километражу, где-то 90 километров до Чернигова от крайнего перехода, да, и от Чернигова до города Киев 144 километра. То есть это, ну, 200, наверное, с чем-то там, 50 километров от границы с Российской Федерацией до города Киева. То есть услышали меня, да? Не случайно в первые дни войны именно Российская Федерация, войска Российской Федерации стояли в город Бровары. Это буквально 20 километров, чуть меньше до города Киева. То есть в городе Киеве канонада была каждый день. То есть, ну, ствольная артиллерия доставала. То есть это самый краткий маршрут до города Киева, друзья. И почему до сих пор вот там это вопрос? Не ведутся активных боевых действий, хотя именно с этого выступа запускается в сторону Российской Федерации беспилотники. Естественно, это приносит определенный, ну, неопределенный, это ущерб приносит Российской Федерации. Да? Но вот в этой части Украины очень спокойно и тихо. И стоимость квадратного метра продолжала расти на протяжении 12 месяцев. Ну, мы об этом всегда говорим. Теперь, друзья, смотрите. Ну, насколько я знаю, я смотрю, опять же, людей, которые специалисты, военные эксперты, как с Российской Федерации, так с украинской стороны, так и иностранных. И, в общем-то, чтобы для того, чтобы полная картина была складывалась. Ну, во-первых, мы знаем, что формируется Северный фронт, да, это как раз вот эта часть, как раз часть Сумы и Черниговская область. Теперь я вот здесь сделал вам такой реперные точки со стороны Украины. Бояра Лежачи, ну, это населенный пункт, село, а вот здесь Неданчичи. Здесь граница с Курской областью, здесь граница с Белоруссией. У меня даже у тещи там была эта самая дача, село Неданчичи. Всего 286 километров, то есть такой выступ, да, который, еще раз, как полуостров входит вглубь Российской Федерации. То есть я предполагаю, друзья, всего лишь предполагаю, с учетом того, что, еще раз, я не являюсь военным специалистом, но логика войны, ту, которую доносят до нас спикеры, которые говорят на эту тему, заключается в том, что
количественное преимущество войск Российской Федерации, оно ну, просто в разы, да, и растягивать линию фронта, чем длиннее линия фронта, на сегодняшний день активные боевые действия ведутся только на тысячах километров. Я вам показывал, это вот здесь южная часть, это Запорожье, начиная там от Кимбургской косы, я даже это все в километраже показывал, и заканчивая городом Черниговым, это вся линия фронта, это 2000 километров, а заканчивая вот где-то здесь Харьковом, да, это 1000 километров. То есть вот эта часть, южная, восточная часть, ну вот это юг же, да, получается, это восток, 1000 километров это боевые действия активные идут, а здесь так себе, да. Так вот, стратегическая задача это, чтобы активен был вся линия фронта, то есть естественно, преимущество в людях, она будет ну, давать о себе знать. Почему? Потому что чем больше линия фронта, тем больше со стороны Украины надо, естественно, войск, людей, техники и так далее распределять равномерно по всей линии фронта. Я так предполагаю, что это, в общем-то, ну, проблема на сегодняшний день с укомплектацией людьми со стороны Украины. Поэтому, друзья, я предполагаю, всего лишь, извините, затянул, что 2026 год, это, скорее всего, может быть к концу года, может быть где-то ближе к концу года, будут активные боевые действия. Я почему-то не сомневаюсь. Именно по Черниговской области. Ну, как оно будет, время пройдет быстро, но вот это аномально тихий островок, он беспокоит меня, действительно, что, ну, так не бывает. Везде война по границе, а здесь тишина и гладь. Правда, выносится энергетическая инфраструктура. Поэтому, друзья, у кого есть возможность, я ни к чему не призываю, я просто размышляю, у кого есть возможность, кто в таком возрасте, как я, уже которых после 60, вы знаете, мужчин выпускают из страны, то лучше на какое-то время, конечно, бы уехать туда, где более безопаснее. Но это еще раз всего лишь мое предположение. Теперь о прогнозах, друзья. То есть я вам показал географию, показал линию фронта, как проходит, да, территория, по какой территории. А теперь, опять же, возвращаемся к недвижимости. С учетом того, что внешние факторы, еще раз напомню, внешние факторы, которые влияют на рынок недвижимости, в целом на экономику, это, конечно же, война. Это основной фактор, который присутствует. И чем ближе фронт, тем, естественно, что тем не до жиру быть бы живу, люди, в общем-то, снижают стоимость квадратных метров своей недвижимости. Каждый из своих соображений, кто-то из страны хочет уехать, кто может, кто-то просто хочет переехать в более безопасное место, хотя в Украине, наверное, сейчас сложно найти безопасное место. Итак, о прогнозах я предполагаю, что февраль месяц, вот этот февраль, я записываю в феврале данное видео, март месяц, это будет месяцы, когда мы будем видеть по городу Чернигову снижение, где-то, ну, наверное, я думаю, что на 0,5% мы уже увидим. По городу Харькову где-то по проценту мы увидим каждый месяц, причем по городу Суммы, не знаю, с чем связан рост. Там будет продолжаться. Я предполагаю, что все-таки будет снижение, ну, потому что опять суммы и рост стоимости, ну, это насмешит людей. Город Полтава будет показывать динамику роста. Но в целом, еще раз повторюсь, по 3 городам, я предполагаю, это город Харьков, Чернигов, Суммы, будет снижение стоимости квадратного метра. Где-то 0,5% в месяц, как город Чернигов, город Сумы. В городе Харькове я предполагаю, что по 1% будет снижение. Итак, друзья, ну, пришло время прощаться. Очень подробно рассказал вам о том, что произошло с рынком жилой недвижимости. Ретроспектива целый год у нас была, рассказывал, да. Даже предположил, что может произойти с недвижимостью к концу первого квартала. Пришло время прощаться. Напоминаю вам, для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.